Представьте себе минерал, который есть везде. Он основа технологий, украшений и загадка. Его красота известна всем, от сверкающих аметистов и цитринов до привычных песчинок на пляже, но его истинное значение остается в тени. Сегодня я постараюсь показать вам, как обычный камень может быть чем-то невероятным, ведь кварц – это не просто минерал, это целый мир. А с вами, как всегда, Анатолий, и вы на канале T-Stone. Приятного просмотра! Начнем, как всегда, с названия. И тут не все так просто, как кажется на самом деле. Очень долгое время он носил название «Кристалл». Древнейшее из известных названий встречается у Теофраста около 300-325 года до нашей эры. Кристаллос или Кристаллос. Корневые слова «криос», означающие лед, и «стелии», означающие сжиматься или затвердевать, с древнего диалекта. Это указывает на представление древних греков о кристаллос как о форме переохлажденного и застывшего льда, который им напоминал кварц. Именно этот термин и стал основой для современного слова «кристалл». Если говорить уже о термине «кварц», то самое раннее печатное упоминание слова «кварц» было анонимно опубликовано в 1505 году, но приписывается врачу из Фрайберга, Ульриху Рюляйну фон Кальбе, он же Рюляйн фон Кальв. Позже Агрикола, он же Георг Бауэр, использовал написание кварцем в 1530 году наряду с квердзе. Но Агрикола также упоминал кристаллум, силикум, силикс и силайс. И только в 1941 году Сергей Иванович Тамкиев предложил этимологию слова «кварц», связав его с немецким словом «Querklufterz», что означает «руда секущих жил». Саксонские шахтеры называли крупные жилы «ганне», а небольшие поперечные жилы или прожилки «Querklüfte». Возможно, саксонские шахтеры называли эту руду «Querklufterz» или рудой с поперечными жилами. Такое неуклюжее слово, как «Querklufterz» легко можно было сократить до «Quererz», а затем «Querz» и в конечном итоге превратиться в кварц в немецком, кварцем в латыни и кварц в английском языке. В любом случае, во второй половине 18 века кварц утвердился как название конкретного минерала, а название кристалл стало общим термином, синонимичному старому термину корпус ангулатум. Есть и другая теория, что кварц происходит от немецкого слова «кварц», что логично, которое в свою очередь может происходить от польского слова «тварди» или чешского «тверди», которое обозначает «твердый». В обоих случаях можно отметить, что сегодняшнее название минерал получил примерно в 18 веке от саксонских шахтеров, отделив его от общего наименования «кристалл». Но не только название этого камня окутано тайнами. На протяжении всей истории человечества кварц, особенно его прозрачная разновидность, горный хрусталь, был связан с самыми невероятными легендами, верованиями и мифами. В Древней Греции кварц был посвящен богине-матери Геи, олицетворяющей землю. Эта связь отражает его глубокую связь с природой. Горный хрусталь считался священным и могущественным, и его использовали в религиозных обрядах, изготавливали из него бусы, амулеты и гравюры. Жрецы Аполлона верили, что сферы из горного хрусталя могут концентрировать солнечные лучи и зажигать священный огонь. Римляне, под влиянием греков, также использовали кварц для изящных гравированных печатей и интали с мифологическими мотивами. Плиний Старший в своей естественной истории подробно описывал его и упоминал о вере в лечебные свойства. Он способен снимать лихорадку и воспаление, если носить его на теле или настаивать на нем воду. Согласно некоторым толкованиям, даже алмаз, упомянутый в Библии на нагруднике первосвященника Аарона, мог на самом деле быть горным хрусталем. Эта гипотеза основана на том, что в древности классификация камней сильно отличалась от современной. Еврейское слово «яхалом» могло относиться к прозрачному и прочному камню, который был более доступен. Кварц, благодаря своей чистоте, идеально воплощал представление о божественной мудрости и связи со священным. К тому же, гранильное искусство того времени еще не позволяло обрабатывать алмазы так, как это делали с более мягким кварцем. С тех пор кварц не раз играл центральную роль в мистических практиках. Со времен Средневековья он использовался для изготовления знаменитых хрустальных шаров, мощного инструмента для проникновения в тайны будущего. Маги и провидцы были убеждены, что горный хрусталь, благодаря своей чистоте и прозрачности, способствует получению посланий из других миров. В Европе в эпоху Возрождения алхимики считали кварц основополагающим элементом в своих исследованиях. Для них он был небесным телом, застывшим в земной материи, хранящим тайны трансмутации и совершенства. Алхимики верили, что он содержит в себе сущность света и может служить посредником между видимым и невидимым мирами. Парацельс, один из самых известных алхимиков, приписывал кварцу терапевтические свойства, считая, что он способен концентрировать тонкие энергии и усиливать целительские способности организма.
А в Америке индейцы и иракезы почитали кварц, связывая его с Гендвитой, богиней утренней звезды. Он был для них связующим звеном между земным миром и космосом. Индейцы Чероки верили, что кварц помогает в охоте и предсказаниях, и даже питали его кровью добытого животного, чтобы усилить его энергию и почтить жизненный цикл. Но, пожалуй, самые загадочные и захватывающие истории связаны с хрустальными черепами. Существует устойчивая легенда о 12 черепах, вырезанных из чистого горного хрусталя ацтеками и майя. Эти артефакты считались вместилищами священной энергии и проводниками для общения с божествами. Согласно легенде, их спрятали во время испанского завоевания, а их воссоединение вместе с 13-м, танцующим черепом, могло бы раскрыть забытые знания о происхождении мира и судьбе человечества. Сторонники этой теории утверждают, что кварц благодаря своей кристаллической структуре может хранить и передавать информацию. И хотя научный анализ многих черепов указывает на европейское происхождение и более современные технологии, загадка вокруг этих предметов продолжает интриговать. Но это еще не все. В Японии кварц называли совершенным драгоценным камнем, а горный хрусталь считался кристаллизованным дыханием белого дракона. Его использовали как защитный талисман и связующее звено с божественными духами Ками. А у аборигенов Австралии кварц играл центральную роль в ритуалах вызывания дождя и был известен как Мабан – источник священной силы, переданной от предков. И, наконец, самая интригующая теория – мифы об Атлантиде и Лемурии. В этих легендах кварц предстает как основа передовых технологий. Говорят, что эти исчезнувшие цивилизации использовали гигантские кристаллы, расположенные в пирамидальных сооружениях, в качестве неисчерпаемых источников энергии. Эти кристаллы взаимодействовали с электромагнитными полями Земли и питали сложные системы. Согласно легенде, потеря контроля над этой технологией привела к катастрофе, и тогда жители Атлантиды, осознав свой конец, закодировали свои знания в запрограммированных кристаллах, которые сейчас разбросаны по всему миру, ожидая того, кто сможет получить доступ к утраченной мудрости. Но все это легенды древности, которые показывают нам, насколько был почитаемый кварц как минерал. Его формы и виды всегда привлекали людей, но давайте узнаем про его свойства больше, и начнем мы с рассмотрением того, как и где может образовываться кварц. Одним из наиболее распространенных мест образования кварца являются магматические породы, такие как гранит, где он может образовываться в результате медленного охлаждения и кристаллизации магмы. Кварц также встречается в метаморфических породах, таких как мрамор и сланец, которые образуются путем перекристаллизации ранее существовавших пород под высоким давлением и температурой. В осадочных породах кварц часто встречается в песчаниках, которые образуются путем накопления и цементизации зерен песчаного размера. Кварц также может отлагаться из гидротермальных растворов, горячих, богатых минералами флюидов, циркулирующих по трещинам и порам горных пород. Кроме того, кварц может образовываться в результате биоминерализации, процесса, посредством которого живые организмы производят минералы. Например, известно, что некоторые виды планктона и диатомовых водорослей формируют свои скелеты и клеточные стенки из кремнезема. Все эти конкретные геологические условия и процессы формирования могут влиять на физические и химические свойства кварца, включая его цвет, прозрачность, форму кристаллов и наличие примесей. Но каким бы кварц ни получился в результате всех этих процессов, это минерал, состоящий из атомов кремния и кислорода, образующих непрерывный каркас из кремний-кислородных тетраэдеров, а его химическая формула – силициум-2. Цвет кварца обычно бесцветный или белый, но он может быть также серым, коричневым, фиолетовым, розовым, зеленым, красным и черным, в зависимости от присутствующих примесей. Его твердость составляет 7 по шкале Мооса, что делает его одним из самых твердых минералов. А еще он стал образцовым примером шкалы Мооса. И даже некоторые диагностические тесты, используемые для идентификации кварца, включают проверку твердости и проведение штрихового теста, который заключается в царапании минерала по неглазурованной фарфоровой пластинке для определения цвета полученного порошка. Еще одним диагностическим тестом является кислотный тест, при котором кварц помещает соляную кислоту, и если он шипит, то это не кварц. Обычно кварц делят на две группы – макрокристаллические и микрокристаллические разновидности. Из названий групп понятно, что макро, крупнокристаллические кварцы – это минералы с большими, видными невооруженным взглядом кристаллами или зернами. Примерами может служить горный хрусталь, зерна песчаника, а также массивный кварц, состоящий из крупных кристаллитов без каких-либо граней, например, жильный кварц. Скрытокристаллический кварц или микрокристаллический кварц состоит из плотных и компактных агрегатов микроскопических кристаллов и кристаллитов кварца. Примерами служат агат и кремнистый сланец.
Различные виды скрытокристаллического кварца в разговорной речи часто объединяются под термином халцедон, хотя в научной литературе этот термин имеет более строгое определение. Но детально про халцедон мы поговорим с вами в другом видео. Некоторые кристаллы или агрегаты кварца, обладающие определенными специфическими физическими свойствами, получают свои тривиальные названия и классификацию. Наиболее известными примерами являются цветные разновидности кварца, такие как аметист или дымчатый кварц. Тем не менее, существуют также тривиальные названия для определенных форм кристаллов, агрегатов и текстур, например, скипетрный кварц, кварцевый гвиндель или кварцин. Но поскольку четких правил для наименования того или иного вида кварца нету, то наименования одних видов кварцев точны и общеприняты, в то время как определения других видов значительно различаются у разных авторов и продавцов минералов. И давайте посмотрим на примеры обеих групп и начнем с макрокристаллических примеров. Аметист – это разновидность кварца, цвет которого варьируется от светло-фиолетового до темного или тускло-малинового. Крупнейшие в мире месторождения аметистов находятся в Бразилии, Мексике, Уругвае, Франции, Намибии и Марокко. Аметист формируется, когда в месте его образования присутствует железо. Цитрин – это разновидность кварца, цвет которого варьируется от блекло-желтого до коричневого из-за примесей железа. Природные цитрины встречаются редко. Большинство коммерческих цитринов – это термообработанные аметисты или дымчатые кварцы. Про эти два вида кварца у меня уже есть видео, и вы можете их посмотреть, поэтому перейдем к другим видам. Горный хрусталь – это чистый природный диоксид кремния, бесцветная прозрачная разновидность кварца, одна из кристаллических модификаций кремнезема. Разницы между горным хрусталем и прозрачным кварцем нету, это название для одного и того же вида кварца. Термин «горный хрусталь» исторически относится к чистой, бездефектной разновидности кварца, тогда как прозрачный кварц является более общим описанием для любого прозрачного образца камня, независимо от наличия мелких дефектов и включений. Чистые, бездефектные кристаллы горного хрусталя встречаются относительно редко и высоко ценятся как ювелирами, так и коллекционерами. Молочный кварц – самый распространенный вид кристаллического кварца. Белый цвет кварца обусловлен наличием в его структуре мельчайших включений газа, жидкости или того и другого. Эти включения рассеивают свет, делая кристалл непрозрачным и придавая ему молочно-белый оттенок, а это делает его малоценным для оптических и ювелирных изделий. Голубой кварц – непрозрачная или полупрозрачная синяя разновидность кварца, цвет которого обусловлен включением обычного волокнистого магнезиоребекита, крокодилита или турмалина. Цвет может быть обусловлен цветом минералов включений или релеевским рассеянием цвета на микроскопических включениях. Но если в минерале есть включение дюмартиерита, то это приводит к образованию шелковистых пятен голубого оттенка. Также встречаются оттенки розового или серого. Часто оба кварца просто называют голубым, хотя визуально они все же отличаются. Дюмартиеритовый кварц иногда характеризуется контрастными светлыми и темными оттенками по всей толще. Интерес к красивым разновидностям голубого кварца, как к коллекционному минералу, особенно сильно проявился в последнее время. Розовый кварц – это разновидность кварца, обладающая бледно-фиолетовым или розово-красным оттенком. Считается, что этот цвет обусловлен наличием небольшого количества титана, железа или марганца в составе кварца. В некоторых образцах розового кварца присутствуют микроскопические игольчатые кристаллы рутила, создающие эффект астеризма в проходящем свете. Гематоидный кварц – это разновидность кварца, характеризующаяся включениями гематита, придающим камню красный, оранжевый или коричневый цвет. Включения гематита могут быть похожи на лепестки цветов или капли крови, в зависимости от интенсивности окраски. Гематоидный кварц также известен как огненный кварц из-за своего внешнего вида, напоминающего пламя. Дымчатый кварц – это серая полупрозрачная разновидность кварца. Его прозрачность варьируется от почти полной прозрачности до коричневато-серого, почти непрозрачного кристалла. Некоторые камни могут быть и черными, называемыми морион. Цвет ему придают в основном примеси алюминия и железа. Он часто встречается в виде крупных кристаллов, в том числе в друзах. Именно этим и ценится у коллекционеров. Прозеолит также известен как вермарин или зеленый аметист. Хотя это некорректно, так как аметист – это именно фиолетовый цвет. Минерал представляет собой разновидность кварца, имеющий зеленую окраску, которую он приобретает благодаря примесям двухвалентного железа в кристаллической решетке кварца. Название прозеолит происходит от греческого слова просон – парей и литос – камень, что отражает его луково-зеленый оттенок.
Это редкий минерал в природе, а большинство продаваемых камней приобретают свой цвет в результате термической обработки аметистов или дымчатого кварца. Это были основные виды макрокристаллического кварца по цвету, определения которых довольно точны и общеприняты. А есть же еще различные виды кварца с включениями, например, волосатик. Он также известен как рутиловый кварц. Это разновидность кварца, которая содержит включение тонких игольчатых кристаллов других минералов, таких как рутил, актинолит, гетит или турмалин. Также есть специфические по виду кристаллы кварца, пример – двухсторонний кварц. В отличие от кристаллов, которые растут в полостях и имеют только одну завершенную головку, двухсторонние кристаллы формируются в трещинах или пустотах, где у них есть место для роста с обеих сторон. Про многие из этих минералов, видов кварца, как по цвету, так и по виду, я планирую сделать отдельное видео, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. А теперь к микрокристаллическим или скрытокристаллическим видам. Эту категорию можно разделить на два основных класса – волокнистый и зернистый, которые в большинстве случаев невозможно различить без микроскопа. Волокнистые разновидности кварца включают в себя халцедон и кварцин, но разница между ними только в том, как росли кристаллы. Быстро растущие и медленно растущие кристаллы в длину. Кварцин – медленно растущий, халцедон – быстро растущий. Кварцин внешне напоминает халцедон, но разницу можно увидеть только в поляризационном микроскопе. Поэтому в основном и называют группу волокнистых микрокристаллических кварцев просто халцедоном. Более конкретно, халцедон представляет собой коричневую полупрозрачную разновидность с восковым блеском, часто сосцевидную и других имитирующих ее форм. Халцедон в основном отлагается из водных растворов и часто встречается в виде выстилки или заполнения полостей в горных породах. Цвет и полощатость определяют следующие разновидности. Сердолик или карниол. Этот минерал характеризуется красновато-оранжевым, желтовато-красным или оранжево-красным цветом. Его окраска обусловлена примесями оксидов железа. Он известен своими теплыми оттенками и используется в ювелирном деле и декоративном искусстве. Хризопрас. Это непрозрачный полудрагоценный камень с характерным травянистым или яблочно-зеленым цветом, который ему придают примеси никеля. Помимо никеля, в хризопразе могут присутствовать и другие примеси, например, железо, которое может придавать камню желтоватый оттенок. В отличие от многих других непрозрачных разновидностей кварца, хризопраз ценится не за рисунок или узор, а за цвет и очень широко используется в ювелирном деле и камнерезном искусстве. Существует еще термин празим или праз. Это разновидность камня с густой зеленой окраской или плотно-зеленый кварцевый агрегат. Празим может быть как формой хризопраза темной разновидности, так и просто цветом в отношении зеленоватого кварца. Гелиотроп или кровавик. Это полупрозрачная или непрозрачная разновидность халцедона с темно-зеленым цветом и характерными кроваво-красными пятнами или вкраплениями, которые придают ему вид кровавого камня. За зеленый цвет отвечает минерал силодонит, а за красные включения – гематит. Он известен своим стеклянным блеском и очень широко используется в ювелирном деле и декоративных изделиях. Агат. Это разновидность халцедона с уникальной полощатой текстурой. Отличительной чертой агата является его слоистая или ленточная структура, проявляющаяся в виде концентрических или линейных полос разного цвета и прозрачности. Благодаря такой слоистой структуре и примесям, агат имеет множество узоров и разновидностей. Как пример, дендритовый агат, полощатый агат, моховый агат и другие. Ну и конечно же оникс. Как и агат, представляет собой слоистую структуру халцедона, слои которые расположены в параллельных плоскостях. Это только основные виды волокнистого микрокристаллического кварца. В зависимости от включений, примесей, цвета и вида, эти минералы могут получить собственные названия, основанные на конкретном признаке. Вспомните хотя бы силику хризоколу из видео про нее у меня на канале. Что же касается зернистых скрытокристаллических кварцев, то можно выделить несколько интересных видов, среди которых яшма и кремень. Яшма – это плотная скрытокристаллическая горная порода, в основном состоит из кварца халцедона, а также включает в себя примеси других минералов, таких как эпидот, актинолит, хлорид, слюда, перит и окиси железа. И эти включения придают ей разнообразную окраску и текстуру. Она известна как поделочный камень и часто используется в ювелирном деле. Кремень. Внешне напоминает халцедон, но тусклый, часто темного цвета. Обычно встречается в виде желлаков в мелу и ломается с выраженным раковистым изломом, образуя острые края. Из-за такой особенности древние люди использовали его для изготовления орудий труда. Также он может высекать искры, за что и получил свое название от латинского слова «сжигать».
Как видите, разновидностей кварца как макрокристаллического вида, так и халцедона микрокристаллического вида огромное количество. И все они разные по виду. Многие из них используются для создания действительно уникальных украшений, а другие в виде огромных и массивных кристаллов и друзов как декоративное украшение дома и выставок, а также как коллекционные образцы. Но не стоит забывать, что кварц является основой стекла, которое делает из кварцевого песка. Он также используется в оптике и в часах. И даже ламинат уже делает из кварц-винила, заменяя дерево на мелкий кварцевый песок. А еще кварц обладает пьезоэлектрическими свойствами и используется в качестве пьезоэлектрика в радио и телефонной аппаратуре. В строительстве используется как в натуральном виде кварцит для фундаментов, мощения дорог и отделки, так и в виде искусственного кварцевого камня. Искусственный кварц – это прочный материал из крошки кварца, смолы красителей, устойчивый к царапинам и пятнам, используемый для изготовления столешниц, рабочих поверхностей и настенных покрытий. Ну что ж, надеюсь, я смог в таком кратком рассказе показать, что кварц – это целый мир. Мир красоты и мир различных применений. Надеюсь, вам было интересно и познавательно, и вы узнали что-то новое и необычное для себя. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока!